Здравия! Начинаем читать статьи. Первыми идут основы конституционного строя. В прошлом ролике, в преамбуле, мы нашли аж 3 субъекта права, но этого мало. В первой статье появляется четвертый субъект – Российская Федерация-Россия, который является правовым государством. Сильно сомневаюсь, что оно создано, так же как и Россия и Российская Федерация. Везде есть только фирма Российская Федерация. В 90-х они сфальсифицировали переименование РСФСР в РФ. Ссылка с разъяснениями в описании. Ознакомьтесь, там пару минут чтения. А за день до этого Ельцин написал письмо в ООН. Мол, членство Союза Советских Социалистических Республик продолжается при поддержке стран Содружества независимых государств Российской Федерации, в скобочках РСФСР. Ох, такое не каждый жулик сможет написать. Форменная бредятина. До появления этой самой федерации и других якобы стран. Здесь имеется в виду ранее сфальсифицированное появление некого фантомного объединения под названием СНГ. Прикол в том, что еще субъектов не появилось, они уже там что-то создавали от их имени. Всегда смотрите на даты. Но не говоря уже о том, что у всех этих фигурантов уголовного дела не было таких полномочий, поскольку рулили в то время Верховные Советы, а не президенты. То есть все якобы страны по количеству республик СССР, находящиеся на сайте ООН под новыми названиями, это все зашифрованный СССР. ООН тоже те еще ублюдки. Радостно подыграли этому беспределу и продолжают. И мало того, он в письме еще просит вместо названия Союз Советских Социалистических Республик использовать наименование Российская Федерация. Вот так мы и попали в этот блудняк. Как понимаете, под названием Российская Федерация имеется в виду Союз Советских Социалистических Республик. Это же прописано в уставе ООН, в главе 5 состав. Если не поленитесь и прочитаете устав полностью, то в конце обнаружите, что участников исключают, если есть повод. За более чем 30 лет СССР все еще не исключен. И устав не переписан. Ящик только каждые 5 минут под разным соусом зомбирует, повторяя мантру, что СССР бывший. Вранье, как практически все, что они там рассказывают. Ух, нехило так отвлекся, продолжаем. Во втором пункте пишут, что наименование Российской Федерации Россия равнозначны. Жулики продолжают запутывать и имеют тут в виду, что названия одинаковые. Но субъектов-то нет, и это не субъекты равнозначны. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Как помните, в прошлом ролике уже говорил, что человек в системе является ценностью и обладает правами, а не дурачок, считающий себя вещью, физлицом или гражданином. Это и причина, почему везде и всегда пафосно натягивают на всех маску гражданина, поскольку следом начинается гражданский кодекс и множество законов, где везде крайний гражданин. В прямом смысле умственная отсталость признавать себя гражданином при таком юридическом поле. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Вот здесь уже пишут, что у гражданина вроде тоже есть какие-то права и свободы. Обязанность лежит на прописанном выше государстве, которого нет. Российская Федерация-Россия. Не Россия и не Российской Федерации, а именно этого, через тире. Законы читаются дословно, до каждой запятой. Не забывайте это. Плюс вексельное право. В третьей статье пишут, что единственным источником власти в несозданном субъекте Российской Федерации является ее многонациональный народ. Примерно понимаю, о каком народе идет речь, точно не о нас. Второй пункт уже интересней. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Если будете изучать всю эту писанину серьезно, то увидите определенные статьи, позволяющие, например, ходить с проверками и осуществлять власть непосредственно, в том числе и уведомлять органы об этом. Эта возможность есть, но царьки на местах на это плохо реагируют. Вызывают своих шестерок в погонах, те по беспределу вяжут в обезьянники народ и так далее. На ютубе много таких попыток было показано за прошедшие годы. Четвертый пункт – это как раз про всех этих в погонах. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Но есть проблема. Этот пункт опять про несуществующий субъект. В четвертой статье нам рассказывают про какую-то территорию у этого несозданного субъекта. Чуть дальше об этом поподробнее поговорим. В прошлом ролике показывал, в архиве нет актов приема передачи земли и собственности от СССР в сторону РФ. В шестой статье нам про гражданство затирают. Это отдельная большая тема. Коротко скажу, что его ни у кого нет. Не было и не будет. Они недавно высрали новый ФЗ на эту тему, пока не читал. В прошлом была прописана процедура, которую никто не проходил.
Во втором пункте обратите внимание, в Российской Федерации Конституция как следует прописана, а не в Верхнем регистре. Это мой программерский заскок. На русском языке это называется прописные. Заглавные большие, ну а строчные когда маленькие. А вот в 7 статье появляется определение, что Российская Федерация– социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. То есть у нас уже два государства в этом проекте Конституции. А государство– это управляющая структура. Не путайте со страной, которая по результату референдума 17 марта 1991 года, так что которая через тире занимается правами человека. А вот это обеспечением достойной жизни человека. Ну, конечно, если бы они существовали по факту. У нас, напомню, только иностранная управляющая организация, которая в Верхнем регистре. Во втором пункте нам пишут, что оно же охраняет труд и здоровье людей и прочие гарантии. И это новое вводное. Людина по статусу ниже человека. Если попроще и покороче объяснить, речь о недееспособных биороботах. В 8 статье нам говорят, что все формы собственности защищаются. И это верно. У нас же, если надо, отжимается все без проблем. Еще один намек, что этого государства нет. Да и в якобы паспортах везде в Верхнем регистре Федерация прописана. Паспорта, если кто не знал, не соответствуют распоряжению правительства о паспорте. Этого обыватель не увидит при прочтении. То есть паспортов никому не дали, а дали физлица поддельные. Можно трактовать как филиалы фирмы, поэтому и квартплата оплачивается своим подфирмам. А местные жулики уже втаскивают в оферту, чтобы еще разок оплачивали постоянно. Моментальное погашение видно по расширенным банковским выпискам, по лицевым номерам счетов. У меня где-то валяется на компе несколько примеров, сейчас не найти быстро. Впрочем, это тема ЖКХ. 10 статья особенно интересна. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. И эти органы самостоятельны. Замечаете? Президентской власти нет. А в 11 нам пишут, что эту власть осуществляет президент. У слова «осуществляет» пару значений. Приводить в исполнение и выполнять. Совершать, производить. То есть он приводит в исполнение то, что нарожает троица выше, которая друг другу не отчитывается. Или какому-то там президенту несозданного государства. Статья 12 интересна тем, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. То есть можете сами начать управлять и ни перед кем не отчитываться. В 13 статье запрещена идеология в качестве государственной или обязательной. В 14 статье нам рассказывают, что религии отделены от государства и также не обязательны, но при этом бабло жрут тоннами из казны, а все эти клоуны подсвечниками по церквям регулярно. 15 статья интересна тем, что если бы это государство существовало, то Конституция имеет высшую юридическую силу. Это мы прошарены и понимаем, о чем речь. А мент на улице этого не понимает. Чиновники на местах этого не понимают. Можем смело использовать. Если любой нижестоящий закон противоречит, он становится юридически ничтожным. А поверьте, такого хватает. Там то ли дебилы, то ли забагованные ИИ, их штампуют без остановки. Второй пункт, один из самых важных. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. То есть вся эта писанина написана для чиновников и граждан, лохов. И чиновники будут отвечать по этим законам. А если ты не признаешь себя гражданином, то выпадаешь из этого юридического поля. Третий пункт очень интересный. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Сейчас они за этим следят. А вот в 90-х и позже куча неопубликованных в требуемые сроки законов. Есть такой федеральный закон от 14.06.1994 номер 5-ФЗ о порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов и так далее. С его помощью можно многие разбить на месте. Еще тут появляются какие-то обязанности у человека, будем пытаться их искать. 4 пункт 15 статьи один из самых важных, показывающий, как обстоят дела. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Статья двоякая. С одной стороны, в нее зашито внешнее управление. С другой стороны, это возможность вытереть жопу любым законам, не соответствующим, например, международным правам человека. Помним, на сайте НОТ Федорова висело постановление Верховного суда на тему того, что если чиновник не будет исполнять указания, присланные из-за бугра, то он присядет на зону.
Сайт нынче не работает, а на память не могу вспомнить. А в 16 статье говорят, что никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. То есть не только Конституция сверху в пирамиде, но и первая глава, выше остальной Конституции, точнее проекта Конституции. Насчет СССР также не обольщайтесь. Там хоть и не было статьи с внешним управлением, но также были не Конституция, а проекты Конституции. И суды были народными, а не английские торговые, как сегодня. Первую главу осилили. Всем добра, здоровья, процветания и денег.